Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Сегодняшнее видео вышло немного с задержкой, сейчас я объясню, почему так получилось. Вы знаете, что в последнее время у меня были проблемы с электроэнергией. Из-за постоянной пасмурной погоды солнечная панелька не справлялась со своей задачей и не полностью заряжала аккумулятор. Так вот, вчера в первой половине дня я приехал уже с заряженными аккумуляторами. Привез с собой некоторые стройматериалы для внутренних работ в землянке. Также взял с собой вот такое старенькое окошко. Я его обрезал, одну секцию. Думаю, как раз таких габаритов будет достаточно для проникновения солнечного света. Ну а с другой стороны, не будет больших теплопотерь. Целый день вчера шел дождь, периодически переходя в сильный ливень. А еще пронизывающий ветер и прилипающие килограммы грязи к обуви никакого удовольствия нахождения на улице не доставляли, поэтому я быстро забросил солнечную панель на крышу, принялся за заготовку дров, чтобы растопить печь, поставить чаю, ну и как-то уже внутри немного обогреться и обсохнуть. Немного отдохнув и попив чаю, я принялся за сборку и установки полки, которую также привез с собой вчера, и услышал непонятный шум, даже скорее грохот, хотя и на улице продолжал лить дождь. Я вышел посмотреть, что же произошло. А произошло следующее, что поставило практически под угрозу мое пребывание здесь на постоянной основе. Солнечная панелька то ли ветром, то ли от дождя соскользнула с крыши. И вот эти все бревна, которые составляли тут такую конструкцию, которая держала землю, все это покатилось вниз. Панель была вся в земле, грязная, но, слава богу, бревна на нее не упали. И осмотрев, каких-то механических повреждений я на ней не нашел. Поставил ее в сторону, очистил от земли. Я обрадовался, что с панелью все в порядке, она не разбилась. Но зайдя в землянку, я увидел, что заряда с панели не идет. Аккумулятор абсолютно не заряжается, хотя было еще светло. И эта панель, она даже порой ночью, когда при свете луны, все равно показывала заряд аккумулятора. Хотя он, конечно, был там минимальный, но сам факт, показания были. А вчера вечером было еще немного светло, и заряд отсутствовал полностью. Несколько раз я полностью просматривал всю панель, но не нашел никаких повреждений. Просматривал также всю электрическую цепь, провода. Провода очень мощные, поэтому они не могли повредиться где-то внутри, хотя и были в натянутом состоянии после падения панели. В общем, настроение упало ниже 0. Я не понимал, в чем проблема. Но буквально недавно я все-таки нашел причину. Дело было вот в этих коннекторах. Здесь зажим провода происходит механическим способом, обжимной, специальным обжимным инструментом. И при падении от нагрузки он выскочил из крепления, и контакт пропал. Поэтому обошлось все легким испугом. И сейчас я займусь установкой окна. Сейчас приложу окно к месту, где оно будет установлено. И очерчу его контуры гвоздем. Ну и сейчас при помощи бензопилы вырежу проем под окно.
Еще раз отмечу с учетом зазоров для пены. Есть. Что, продолжаем. Ну что, остается расклинить клинышками и запенить, и окно будет установлено. Так. Ну вот окошко на своем месте, в землянке уже светло, панелька работает, аккумулятор заряжается, настроение поднимается. Кстати, когда поломалась панелька, я уже запереживал, что все это мероприятие с зимовкой в землянке может не дойти до своего логического завершения. Но все обошлось, и я продолжаю работы по внутреннему благоустройству. Кстати, вот этот обвал, наверное, я особо разбирать не буду. Заберу бревна, порежу их на дрова, а землю немного разровняю по всей этой стене. Я считаю, что землянка уже утеплена процентов на 80. И этот небольшой
незасыпанный кусок уже не сыграет большой роли. Поэтому останется так до весны. Ну, а там по ситуации, возможно, еще будет хорошая погода, и я успею еще что-то подзакидать землей. Но пока оставляю так и буду заниматься работами внутри. Сейчас я закреплю выключатель электрический на быльце лежанки, чтобы вечером, укладывая спать, не надо было вставать и отключать свет, и потом в потемках на ощупь добираться до своего спального места. Есть. Ну вот, готово. Сейчас проверим. Отлично, все работает. И еще я соорудил вот такую полочку из обрезков старой мебели. Теперь пытаюсь найти свои места для всех своих вещей. Хотя пока идет рабочий процесс, довольно сложно это сделать, но я надеюсь, что в ближайшее время здесь будет намного уютнее. Когда я вырезал окно, стружка летела во все стороны, и вся постель, стол и все вещи были в деревянной стружке. Печь горит, ужин на плите. Немного навел порядок. Ну, порядком сложно назвать, но хотя бы разложил вещи по местам. Аккумулятор полностью заряжен, панелька работает, что не может не радовать. Я немного понервничал, конечно, сегодня по поводу поломки панели. На улице уже почти темно. Сейчас выйду, прогуляюсь к водоему, подышу свежим воздухом. Посмотрю, как там погодка. Потому что завтра хочу сделать себе выходной и посвятить весь световой день рыбалке. Потому что когда встанет лед, неизвестно. Судя по прогнозу, он вообще откладывается на неопределенный срок. Потому что опять прогноз поменялся. В течение практически месяца обещают погоду около 0. С такой погодой лед у нас не станет. Надо хотя бы, чтобы неделю было градусов 10-15 мороза. И при отсутствии ветра. В общем, вот такие вот дела. Завтра ничего делать по землянке не буду. Может быть, вечером, когда потемнеет, займусь утеплением двери. Сегодня, к сожалению, снова получился коротенький ролик. Больше я не успел ничего заснять. Поэтому прощаюсь с вами. Всего доброго, до следующего видео. Пока. Теперь можно посмотреть в окошко, что там происходит. Надо повесить шторочку.